Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. В этом видео хочу показать вам топ-10 технологий здоровья, которые помогают излечиться от любой болезни. Но в наше время про них знают, но постоянно пытаются забыть, так как они универсальны, подходят для любой болезни, для любого возраста, но при этом очень дешевы в использовании. А современная медицина старается, мягко говоря, применить все более большое количество дорогостоящих препаратов, которые, к сожалению, вместо того, чтобы выздороветь, просто снимают симптомы или откладывают их на какое-то время. Не зря в советское время существовали подобные карикатуры, которые говорили, что если медицине выгодно, чтобы вы были больны и на этом зарабатывать, то, соответственно, медицина и будет делать вас больными и никак не будет работать на то, чтобы вы окончательно выздоровели. Хотя существует множество известных технологий универсального решения проблем болезни, потому что еще Никола Тесла, самый знаменитый электроинженер 20 века, он знаменит еще не только своими изобретениями, но и тем, что он в принципе никогда не болел. То есть он сам себя лечил, так как знал, что каждое заболевание в организме вибрирует на определенной частоте, которую можно измерить. Так считал сам знаменитый Тесла. И он изобретал простые электрические устройства, которые позволяли ему не обращаться к врачам, а лечиться универсальными методами. Эти методы помогали убивать любые болезнетворные бактерии, паразита. И все это благодаря генератору низкочастотной волны электромагнитной энергии, которая проникала в тело и воздействует на этих бактерий-паразитов, которые вызывают эти заболевания. Сам Тесла называл это электромагнитной терапией. Вот я и предлагаю в этом видео вспомнить все забытые технологии или те технологии, которые универсальны, но в наше время их все больше и больше сокращают. Повторяю, из-за того, что они очень дешевые и универсальны, на них много не заработаешь. И поэтому это надо сделать, потому что тот, кто не понял свое прошлое, вынужден его переживать снова и снова, повторять эти ошибки. Вы замечали, что после болезни организм восстанавливается все дольше, а прежняя зарядка иммунитета уже не работает. Врожденная защита дает сбой, и ей нужна серьезная поддержка. Здесь на помощь приходит синтезит иммуноактив. Я уже рассказывал, что его основа – это особая молекула железа, которая не просто добавляет его в кровь, а помогает нормализовать саму работу кроветворной системы. Но главное – это результат. Ваши собственные силы мобилизируются, и организм начинает справляться сам. Сейчас сезон повышенных нагрузок – это не просто добавка, а реальный инструмент, чтобы укрепить свой защитный барьер по-настоящему. И сейчас вы можете легко его приобрести. Я настроил скидку на Озон, чтобы вы могли заказать синтезит иммуноактив быстро и с гарантией от официального поставщика. Ссылка для заказа уже ждет вас в описании под видео. А по промокоду Виктор30 перед оплатой вы получите 30% скидки на весь ассортимент синтезита. Но промокод действует только до конца декабря. Также обязательно посмотрите раздел «Отзывы на Озон». Там много интересных отзывов. Например, у Теслы был продолжатель его технологий. Это как раз Георгий Лоховский. Он и стал известен благодаря научной гипотезе о беспроводной связи между клетками с помощью радиочастот. Изобретение устройства, которое должно было излечить любые болезни, в том числе и рак. В 1934 году запатентовал в США аппарат для одновременного излучения различных длин волн, так называемый многоволновой осциллятор. То есть все химические процессы в организме требуют энергии, и вот этот многоволновой осциллятор, он удовлетворяет эту потребность. Он насыщает клетки тела энергией. В свою очередь химические процессы каждой клетки приводятся в равновесие, что позволяет им правильно восстанавливаться и функционировать. То есть, когда вы используете машину регулярно, она поддерживает электрическое здоровье тела на клеточном уровне. Соответственно, впервые он ее применил в январе 1924, то есть за 10 лет своих испытаний. И он доказал, что машина работает. Потому что лечебный эффект прибора Лоховского заключался в том, что усиливал колебания клетки либо напрямую, либо усиливал через свойства крови, либо оказывал на клетки непосредственное воздействие с помощью соответствующих лучей.
То есть этот излучатель, он подтвердил, что клетки вибрируют на чрезвычайно коротких волнах, и они найдут резонанс волны в герцах. И когда они этот резонанс находят, то эти клетки, помещенные с очень слабыми колебаниями поля, они находят свою собственную частоту, которую они потеряли, и начинают функционировать в нормальном здоровом режиме. Этот тип вибраций, производимый радиоволнами, безвреден, в отличие от рентгеновских лучей, и применения доз радиации. То есть, соответственно, он это доказал еще в начале 20 века, но ничего подобного в современных клиниках вы не найдете, как и изучение этого направления серьезное. Были последователи, также известен Royal Raymond Rife. Он тоже работал в начале 20 века, и в 1939 году доктор Райф опубликовал книгу под названием «Конец всем болезням». То есть справа современный прибор, созданный по его технологиям. Он утверждал, что тоже все вибрирует на своей частоте. То есть если можно обнаружить эти частоты, в том числе, например, болезнетворных микроорганизмов, то их можно облучить соответствующей частотой и вызвать их гибель, разрушение. Считается, что в 1934 году Райф использовал аппарат для лечения 16 смертельно больных пациентов с различными типами рака. Первые 14 выздоровели через 70 дней, а оставшиеся двое через 3 недели. Невероятно, но для полного выздоровления пациентам потребовалось всего 2-3 минутных сеанса в неделю. То есть дешево, доступно, именно поэтому эти технологии забыты, много каких-то пересудов, работают, не работают, было, не было. А может как раз проблема в универсальности. Но продолжим, потому что подобных исследователей, которые говорят в принципе об одном и том же, было много. Хотя информации о них в интернете очень мало, и она постоянно удаляется. Точно такое же можно сказать про Антуана Приори. Он разработал машину, состоящую из плазменной трубки, содержащую плазму ртути и неона, которая использовалась для лечения рака и широкого спектра наиболее сложных видов неизлечимых смертельных заболеваний у животных и людей. Иммунолог Пау Тризель классифицировал методологию Приори как иммунологическую по своей природе, поскольку животные, которым были привиты смертельные дозы паразитов, были излечены излучением Приори. Согласно Берду, он также характеризовал укрепление иммунной системы испытуемых, позволяя им самим излечиваться от неизлечимых болезней. То есть машина продемонстрировала практическую 100% успешность, но мир ее так и не увидел. А причина, скорее всего, опять же, это 100% успешность. И обратите внимание, здесь восстанавливался и лечил человека сам восстановленный иммунитет. Что вообще просто потрясающе, потому что никакие лекарства не помогут человеку выздороветь. Человеку может помочь выздороветь только его собственный иммунитет. То есть все лечение нужно направлять на то, чтобы помочь организму человека справиться с проблемой. Сейчас же делается все наоборот. Все свойства организма стараются подменить лекарствами, потому что этих лекарств надо будет много, они будут стоить дорого. А вот какая будет эффективность их, вопрос открыт. То же самое можно сказать про Петра Петровича Горяева. Он как раз первооткрыватель направления, которое можно назвать волновым геномом. Он открыл, что ДНК способна воспринимать информацию с голосовой речи, включая эмоции. Вот почему правильно надо говорить. Наши слова влияют на окружающий мир и на нас самих. Почему нам постоянно обрезают язык, его уничтожают, извращают, чтобы мы своими же словами разрушали самих себя. Все очень просто. В том числе он утверждал, что телегония, которая была известна древним народам, тоже существует. То есть ребенок может нести наследственную информацию от мужчины, первого самца, который не является его прямым отцом, но был первым партнером у его матери. Соответственно, в нашем современном мире тоже все работы Горяева, мягко говоря, не изучаются, скажем так. То есть его технологии известны, его работы известны, существуют книги. Официальная наука в лучшем случае недовольна его работой. Потому что, опять же, универсальные методы восстановления
универсальные методы воздействия, в том числе напрямую на ДНК. Кроме таких звуковых, вибрационных методов, много методов связано с кислородом. То есть оказывается, что, например, израильские ученые обратили внимание, что все биологические процессы можно обратить вспять при помощи гипербарической оксигенации, то есть кислородной терапии в условиях барокамер. Я уже выпускал видео, где рассказывал, что люди, которые долгое время пребывают под избыточным давлением и уровнем нормальным кислорода, у них происходит омоложение организма. Вот что происходит. То же самое открыли ученые Израиля. Они установили, что теломеры увеличились на 20% и достигли длины, которая была 25 лет назад. То есть всего лишь вы лежите в барокамере, где нормальный уровень кислорода и давление чуть выше. Из-за этого клетки вашего организма лучше воспринимают кислород, и вы омолаживаетесь. Увеличивается ваше количество стволовых клеток. То есть если развивать это направление, то человек сможет восстанавливать даже утраченные конечности и органы. Это лично мое мнение. Да, нужны исследования, доказательства, но здесь омоложение организма и его восстановление собственными силами. При этом ноль какой-то химии, просто нормальный уровень кислорода и давления. Потому что мы уже говорили, что наши органы привыкли к давлению намного выше. Из-за глобальных катастроф это давление постоянно падает, как и уровень кислорода. И получается, что люди раньше жили долго, не болели, именно потому что давление, нормальный уровень кислорода не позволяли им болеть, а позволяли им постоянно омолаживаться. Теперь это можно создать в искусственных условиях. Что же в наше время происходит с барокамерами? Их постоянно сокращают. В Советском Союзе тоже была известна эта технология, но теперь их постоянно сокращают. Почему? Универсальность, дешевизна и суперэффект. Вот вам и открытые источники. Известно это науке? Известно. Так поставьте тысячи этих барокамер, миллионы, там там расхода нет, там давление и кислород. Все, больше ничего не расходуется. Универсальность и дешевизна. Вот проблема этих барокамер. Но если барокамеры постоянно сокращают, мы можем вспомнить про озон, потому что это один из лучших видов кислорода. То есть суперзащита, которая озоновый слой защищает нашу планету. Известно прекрасно, что озон эффективно убивает плесень, бактерии, он сильно дезинфицирующее средство. Он используется для очистки воды, воздуха, для дезинфекции помещений одежды, для озонирования растворов. Он применяется в медицине как для внутривенного, так и контактного применения. То есть озоновые капельницы лечат универсально. И медицина об этом знает. Но можно завести и бытовой озонатор, как на этом фото. И как раз делать озонирование и воздуха, и воды. То есть получается озоновый коктейль в домашних условиях, благодаря которому я, например, и спасаюсь от огромного количества болезней, в том числе новых вирусов, бактерий, которые нам постоянно говорят, так они ж новые, нет никаких универсальных средств лечения. Они есть, они давно известны. Это кислород, а лучшая его форма озон. Опять же, кроме капельницы озоновой, можно просто применять озоновый коктейль. Вот и все. Опять альтернативная доставка кислорода. Не через легкие, которые все болезни стараются забить, либо напрямую через капельницу, но это в больнице, либо в домашних условиях, просто через озонирование воды. Вот и весь секрет. Еще одна супертехнология, известная давно, но в нашем время не особо афишируемая, метиленовый синий. В советском времени он известен просто как синька. Оказывается, он используется в медицине, аналитической химии, красильной промышленности, фотографии. То есть очень много применений. Но есть раствор для бытового применения. Когда я опять же снова с ним познакомился, услышал, что он лечит многие неизлечимые болезни, и решил просто на себе проверить. Что же дала проверка? Проверял я на себе и на дворовой кошке, которая давно болела уже одной из последних стадий рака, и надо ей было чем-то помочь. Оказывается, что можно было помочь метиленовым синим. Для того, чтобы понять, насколько это работает, начали применение, и опухоль у кошки постоянно начала уменьшаться. То есть я вам сейчас покажу фотографии, которые были сделаны примерно за 2 месяца, то есть из огромной опухоли в 4
6 сантиметров на шее, она просто исчезла. При том, что и применение этого метиленового синего в медицине, он используется в качестве антисептика для лечения инфекций ротовой полости, мочеполовых путей, относится к списку жизненно важных препаратов ВОЗ для лечения многих болезней, в том числе он антидот при отравлении цианидами, при отравлении угарным газом и сероводородом. Имеется сообщение о высокой эффективности этого соединения при лечении, внимания, болезни Альцгеймера. В онкологии это мощный фитосенсибилизатор, особенно активно работающий при воздействии света и способствующий разрушению патологических клеток, то есть раковых. И как раз кошка в этом помогла доказать, что это действительно так. То есть каждой фотографии примерно 2 недели. То есть через 2 недели была сделана первая фотография, потом вторая, потом третья и вот 4-я. То есть фактически за 2-2,5 месяца у дворовой кошки раковая опухоль исчезла. При том, что ее удалось поить всего лишь раз в день. Брали 1% раствора метиленового синего, разводили в 100-200 граммах воды примерно пол или 1 миллилитр, как получалось, из шприца. А потом уже в другой шприц из другой емкости набирали 5-граммовый шприц и давали раз в день. Выход очень простой. Вот последняя фотография. На месте огромной опухоли нет ничего. То есть я перед тем, как бы вам это видео делать, тоже прошел исследование, потому что тоже 2 месяца применял этот метиленовый синий. Улучшилось снабжение клеток организма кислородом и намного лучше стало работать сердце, потому что на него стала меньше нагрузка. То есть кардиограмма показывает улучшение работы сердца. Ну и нормальную работу крови. То есть никаких вредоносных воздействий на себе не ощутил, только одни плюсы. Ну, кошка тоже рада. И то она готовилась отойти в мир иной, а теперь бегает и ест за 3 слонов. Готовится к зиме. Ну, кроме этого, есть еще более универсальные и доступные нам методы. То есть вода — это как бы сила кислорода, доведенная, например, до уровня озона. Ну и вторая часть воды — это водород. Из водорода мы фактически все состоим, любые химические вещества. Поэтому нет ничего удивительного, что живая вода на основе водорода, она как раз приводит к лечению и восстановлению организма. То есть водородная вода давно известно всем устройство, которое известно в нашем мире, известно в медицине. Нет бы его внедрить во всех больницах, во всех школах, детских садах, в общественных учреждениях. Там. Нет, о нем все знают, но стараются не использовать, потому что, опять же, дешево, универсально, доступно и лечит все болезни. Потому что в живой воде никакая зараза не развивается, а минус 100 это нормальный уровень нашей крови. Вот и все вопросы на сегодняшний день. При том, что это давно известно. В моем телеграм-канале можете посмотреть высказывания японского профессора, наших академиков, которые рассказывают, как эта живая щелочная вода помогает справиться со всеми болезнями. И она еще оказывает огромное влияние на удаление того же радиационного заражения у любого организма. То есть все это давно известно. Ну а где же все это применение? А применения нет, потому что дешево, доступно и универсально. Вот и весь секрет. Еще одно вещество, малоизвестное в нашем мире. Но почему я вам ее показываю? Для того, чтобы понять еще один вопрос. То есть у многих проблемы в наше время с возрастом, с костной тканью, хрящевой тканью. И в интернете часто встречал людей, которые, используя это уникальное вещество, а перед нами жир черной львинки, просто нанося его на кожу, восстанавливали себе хрящи и даже костную ткань. То есть это перед нами жир черной львинки. Черная львинка живет только в райских условиях, то есть вечного лета. Почему так происходит? Вопрос открыт, его надо изучать. Но она помогает, она работает. То есть тоже универсальная как бы мазь. Она имеет противопаразитарный эффект, антигрибковый эффект, заживляющий эффект. И даже помогает восстанавливать хрящи. И даже люди говорят, те, кто использовал, что костная ткань восстанавливается. А это, извините меня, дорогого стоит в наше время. То есть универсально, доступно и известно в нашей медицине сегодня. Ну
Ну и в завершение хотелось бы напомнить, что универсальные технологии здоровья были известны не только нам, но и предыдущим цивилизациям. Я много раз показывал эти секретные документы про экспедицию в Тибет, которая произошла в 1925 году, где советское правительство получило информацию о забытых технологиях древних цивилизаций, забытых городах, сверхтехнологиях. И одна из технологий, которую Яков Блюмкин принес советскому правительству, ну, это технология бессмертия. То есть он там рассказал про гигантские щипцы ваджару. С помощью их плавили драгоценные металлы. Если плавить золото при температуре поверхности около 6000 градусов, то есть как на солнце, то примерно через 70 секунд золото вспыхивает и превращается в порошок. Этот порошок использовался при строительстве передвижных огромных каменных платформ. То есть, если на эту платформу насыпать его, то вес терялся до минимума. Это технология левитации, но порошок также применяли в медицине при лечении неизлечимых болезней и для избранных. В основном вожди употребляли его в пищу, чтобы продлить себе жизнь. То есть универсальные технологии здоровья, в принципе, в наше время достигают там триллионов градусов Цельсия. Ученые, то есть достичь там 6000 градусов для того, чтобы переработать это золото, это в наше время очень легко и просто. Но почему-то мы не слышим о подобных технологиях, которые помогают универсально восстанавливаться. Да, может она будет не супер дешевой, зато может она будет универсальной. Плюс опять же, и эта технология потери веса большими предметами, что соответственно может во много раз упростить строительство. То есть, как вы видите, огромное количество универсальных забытых технологий. Да, большинство из них требует дополнительного изучения, подтверждения, но польза от такой работы очевидна для всех. Поэтому об этом надо знать, объединяться в коллективы, иметь запрос населения для проведения проверки в наших современных условиях и окончательного подтверждения, где и как это работает. И для рекомендации универсального использования. Вот зачем мы это изучаем. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео, там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.